Отдыхать на Кубе, а именно в Варадеро, можно весь год. Больше всего туристов приезжает с ноября по апрель, пик сезона – зимние месяцы благодаря самой стабильной погоде. Дождей практически не бывает, океан всегда хорошо прогрет. Но и отдыхающих, соответственно, в этот период невероятно много, а цены взлетают максимально. Но есть бюджетные туры, где я лично покупаю сама, я вам несколько раз уже показывала, ссылку оставлю в описании под этим видео. Если интересно, посмотрите, сравнивайте. Достопримечательности Кубы представлены на любой вкус, каждая имеет свою интересную историю. Посетить за пределами отеля можно. Церковь Иглесия де Санта Эльвира – самый старый памятник в городе, построенный из дерева и камня. На гребне крыши возвышается каменный крест, под ним в арочном проеме обустроена колокольня. Музей Варадеро – бело-голубое двухэтажное здание с открытой галереей, построено в начале 20 века. Среди экспонатов картины – предметы культуры и быта, старинная мебель, чучело животных. Особенно впечатляет зал, где представлены древние артефакты, найденные при раскопках. Памятник благородному рыцарю Дон Кихоту, как символ защиты всех угнетенных людей. За ним следует неизменный спутник Санчо Панса. Вилла Дюпона, первый крупный особняк в городе, построен в 1930 году, вмещал 11 спален, богатую библиотеку, а также гостиные, кабинеты, просторную столовую. Сейчас в здании размещается музей и ресторан. Подлодка Варасуб похожа на батискаф. Через прозрачное дно отлично просматривается красочный подводный мир и его причудливые обитатели. Судно стоит в порту на пляже Варадеро, для туристов проводят экскурсии, продают ром. Сюда стоит пойти, если вы не решаетесь на полноценный дайвинг, но хотите погрузиться в морскую пучину. Дельфинарий в открытом море, где проводятся захватывающие шоу, а зрители могут пообщаться с умными животными в их естественной среде. Парк Ретиро Хасона – цветущий оазис в самом центре Варадеро с пышными садами и озером. Местная изюминка – кактус, знаменитый своим долголетием. Его возраст более 50 лет. Уставшим туристам предлагают пообедать в одном из ресторанов, пострелять в тире или поиграть в боулинг. Природный парк Варей-Кокос – заповедник под охраной государства. Описание включает 15 археологических памятников с пещерами, пляжами и лагуной, где добывались минеральные соли. Пещера Амбросио протяженностью 250 метров служила убежищем для древних индейцев. На стенах сохранились пиктограммы и рисунки с изображением обрядов и языческих ритуалов. Деревня Гуама в 40 километров от города окружена деревьями и водами озера. Здесь жили первые поселенцы доколумбовой эпохи. Туристы увидят индийские хижины, скульптуры, заповедную зону с редкими животными, птицами и рептилиями. Туристам на Варадеро также предлагают отправиться на сахарную фабрику, где можно увидеть, как растет главное растение Кубы, как сахарный тростник собирают, а затем превращают в сахарный песок и знаменитый кубинский ром. Кстати, у последнего Варадеро есть свой собственный дом, он так и называется – Дом Рома. Открыт музей-магазин относительно недавно. С туристами здесь делятся рецептами и историей создания напитка. И, конечно же, мало кто уходит отсюда без сувенирной бутылочки главного напитка Варадеро. Желаю вам приятного отдыха на острове Свободы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!